Маленький медвежонок лежал у дороги без сил, не в состоянии даже пошевелиться. Казалось, что для него уже все кончено, но в этот момент произошло нечто невероятное. Эта история началась в обычный день, который для одного человека стал судьбоносным. Фермер по имени Николай Терлецкий ехал по проселочной дороге недалеко от своей деревни в Борисовском районе Беларуси, когда вдруг заметил на обочине нечто странное. Сначала он подумал, что это просто кучка мусора или темный комок травы, но, подъехав ближе, понял, перед ним был маленький медвежонок. Малыш выглядел изможденным, голодным и совершенно одиноким. Он едва держался на лапах и, казалось, уже потерял силы бороться за жизнь. Николай не смог проехать мимо. Он остановился, аккуратно подошел к зверю и понял, что оставить его здесь значит обречь на гибель. Медвежонок был слишком мал, чтобы выжить в дикой природе без матери. Не раздумывая, мужчина завернул малыша в куртку и отвез к себе на ферму. Там он попытался накормить его и согреть. С первых минут стало ясно, путь к спасению будет непростым. Медвежонок был сильно истощен, обезвожен и напуган. Николай связался с ветеринарами и начал искать помощь, одновременно обзванивая различные службы и инстанции, чтобы узнать, как правильно поступить. Однако ответы, которые он получал, были далеко не обнадеживающими. Ему предлагали всего два варианта: либо вернуть животное обратно в лес, либо усыпить. Ни один из этих вариантов Николая не устраивал. Он понимал, что, оказавшись снова на дороге или в лесу без матери, медвежонок просто не выживет. Несколько дней специалисты обследовали ближайшие леса в поисках медведицы, но никаких следов так и не нашли. Это означало только одно: малыш остался сиротой. Тогда Николай принял твердое решение. Он возьмет ответственность на себя и сделает все возможное, чтобы спасти зверя. Со временем медвежонок начал понемногу приходить в себя. Ему дали кличку Василий. С каждым днем он становился крепче, увереннее и активнее. Николай ухаживал за ним, кормил, лечил и старался создать условия, максимально приближенные к естественным. Это было непросто. Медведь – не домашнее животное, и даже маленький детеныш требует осторожности. У Василия уже были острые когти и зубы, а его сила росла вместе с ним. Несмотря на трудности, между человеком и зверем постепенно возникла особая связь. Василий привык к своему спасителю, доверял ему и даже проявлял привязанность. Но Николай с самого начала понимал, его задача не приручить медведя, а помочь ему выжить и однажды вернуться в дикую природу. Прошло время. Медвежонок вырос, окреп и стал настоящим молодым медведем. Он уже мог самостоятельно добывать пищу и ориентироваться в лесу. Настал самый трудный момент – отпустить его. Несмотря на привязанность и переживания, Николай понимал, что так будет правильно. В один из дней он отвез Василия в лес, туда, где тот мог начать новую жизнь. Прощание было непростым, но необходимым. Медведь некоторое время не уходил, словно не решаясь покинуть человека, который спас ему жизнь. Но в итоге он медленно направился вглубь леса и исчез среди деревьев. Казалось бы, на этом история должна была закончиться. Но спустя время произошло нечто удивительное. Уже повзрослевший медведь иногда стал возвращаться. Он появлялся неподалеку от фермы, не приближаясь слишком близко, но давая понять, он помнит. Николай не пытался снова приручить его. Он лишь наблюдал со стороны, испытывая тихую радость и гордость. Василий выжил, стал сильным и свободным, но при этом не забыл того, кто когда-то спас его от неминуемой гибели. Эта история – напоминание о том, что даже одно доброе решение может изменить чью-то судьбу. Несмотря на все трудности, сомнения и препятствия, Николай сделал выбор в пользу жизни. И именно этот выбор стал началом удивительной дружбы между человеком и дикой природой.